Все здесь взрослые люди и немножко помним, что было с начала 90-х. Мы прекрасно помним, что, скажем, фальсификации на выборах, они начались, если и были, они начались не вчера, поутру, да, мы помним 93-й год, как принимали нашу Конституцию, и ныне действующую, да, и есть основания полагать, что на самом деле, согласно тому законодательству, она не была принята. Вот. В 1996 году было тоже очень такие сложные выборы, когда Борис Николаевич с 5% рейтинга умудрился выиграть выборы. Это тоже дело достаточно темное, но заметим, что те, кто сегодня аплодирует, точнее, те, кто тогда аплодировали всему этому, сегодня очень ревностно защищают, так сказать, честные выборы и так далее. Вот. Это верные ельцинцы, которые никуда не девались. Так вот, сейчас, 19 лет спустя, после 93 года, они вдруг вспомнили, что Конституция у нас, в общем-то, как-то нелегитимна. И поэтому можно при любом исходе выборов предъявить претензии к избранному президенту, заявив, что нелегитимен также и он. Нелегитимны статьи Думы, получается. Но если так немножко копнуть дальше, то нелегитимной оказывается еще и приватизация 90-х. Нелегитимными оказываются все состояния, полученные в результате приватизации и залоговых аукционов. И, соответственно, появляется очень такой хороший повод у наших западных, в кавычках, друзей, заклятых друзей, назовем их так, просто наложить арест на счета, как они широко пользовались в ходе проведения, значит, внедрения смуты в разных государствах. Теперь немножко, что касается ситуации, я хотел бы сказать. Значит, что поражает в нынешней политической ситуации? Поражает бессмысленность, как бы сказать, самих протестов по сути. Вот Болотная площадь, да, прекрасно. Люди вышли, всех их объединяет, допустим, неприятие нечестных выборов. Прекрасно. Да, но среди них мы видим националистов, этнонационалистов, точнее, вот, которые, в общем-то, декларируют, что они отстаивают интересы русского народа. При этом они, значит, участвуют в протестах на стороне тех, кто либералов, которые, в общем-то, отстаивают глобальный проект, преследующий целью ликвидации всяческой национальной идентичности и всяческой национальной государственности. Там есть леваки, которые отстаивают социальную справедливость. Неужели они думают, что господа Немцов, Касьянов и прочие завзятые либералы являются поборниками социальной справедливости? Это по меньшей мере наивно. Вот, поэтому я вот отвечу на первый вопрос из тех, которые там были поставлены. Что является смута в умах, или что это смута в умах или политическая смута? Значит, как сказал герой известного фильма, разруха начинается в головах. Давайте из этого исходить. Разруха начинается в головах, и началась она отнюдь не вчера и не сегодня. Тотальная разруха, как я считаю, началась 20 лет назад, когда, в общем-то, на волне, значит, неприятия коммунистического прошлого был фактически к нам в страну имплантирован проект совершенно другой цивилизации, другой по корням, по культуре, по ценностям, по всему. Когда эта самая разруха в головах была внедрена 20 лет назад, произошла главная трагедия, я считаю, нашей вот новейшей истории, когда к руководству пришли люди, мыслящие в категориях иной цивилизации. И они стали под эти вот самые ценности, которые противоречили радикально культуре, пониманию добра и зла, чему угодно, воспитанию. Они стали под это дело менять правила игры в стране. И выживать в стране, процветать в стране стали люди абсолютно другой ментальности. Человек традиционной русской ментальности стал либо вымирать, либо бедствовать. И в этом была главная беда. Вот многие вещи, против которых сегодня выступают люди на площадях, как с той, так и с другой стороны, являются следствием вот этой вот глобальной разрухи в головах. Вот. Коррупция же не вчера началась, вы сами прекрасно понимаете. Как будто коррупция началась вчера. Бог с вами. Простите, приватизация и залоговый аукцион, они что проводились? Без всякой коррупционной составляющей? Ну, не смешите меня, конечно, это не так. Значит, что фальсификации, я уже говорил. Несправедливость социальная была заложена изначально, в начале 90-х. Сейчас мы пожинаем только последствия этого дела. И если в чем-то мы, конечно, можем упрекнуть власть, а мы ее можем упрекнуть, я, например, ее очень во многом могу упрекнуть лично, я очень критически к ней отношусь, но тем не менее. Они продолжают играть в тех самых правилах игры. И самый главный упрек, который мы можем адресовать к власти, тем, что тот самый начатый тогда проект, пусть он в несколько ином виде, более мягком, более, там, не знаю, человечном, может быть, виде, но он продолжается. Он продолжается. Поэтому главнейшей задачей по стабилизации страны, я считаю, возвращение России на свой путь, на путь русской цивилизации, русских ценностей православных,
Я, конечно, не говорю о том, что там государствообразующая роль церкви и так далее. Я говорю именно о происхождении этих ценностей, которые стали у нас общенациональными. Именно об этом я говорю. О цивилизационной составляющей. Вот. И если это именно то, на чем может помириться власть и народ, на чем можно выровнять вот эту вот тотальную нелегитимность всего в народном сознании. Ведь народ считает нелегитимную власть, потому что считает, что он во власти не представлен. Только поэтому люди выходят на улицы. Он считает нелегитимной собственностью, потому что многие талантливые, способные люди не могут найти себя в современной России. Только поэтому. Он считает, нелегитимными общественные отношения, потому что видит их несправедливость и не видит перспектив для своих детей. Вот я думаю, что если это удастся решить, то оснований для протестов, любых протестов, будет значительно меньше. Я поясню, какова позиция церкви относительно предвыборных процессов, выработанные уже много лет назад, на самом деле в середине 90-х, и мы эту политику никогда не меняли, эту позицию никогда не меняли. Выражение «церковь вне политики», оно искусственно очень звучит. Церковь – это не только люди в рясах, это не только те, кто занимают какие-то должности в церковных учреждениях. Вот здесь, кроме мусульман, иудеев, буддистов и атеистов, здесь все церковь. Все мы, крещенные в православии люди, которые не порвались с православной церковью, это церковь. Поэтому она многоразличными средствами участвует в жизни окружающего мира. И верующие православные политики – это тоже церковь. Спортсмены, верующие православные – это тоже церковь. Ученые, журналисты, писатели и кто угодно еще. Поэтому православные миряне, имеющие разные, кстати, политические убеждения, есть и сторонники КПРФ, есть и сторонники «Единой России», есть и сторонники «Яблока» и так далее, «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее, и так далее. И вот все эти люди по-своему участвуют в политике, и все больше и больше их реально участвуют, основываясь на христианских нравственных принципах. Все больше и больше. И я надеюсь, что этот процесс будет только расширяться. Так вот, дальше мы говорим о том, как церковь в лице своего священноначалия, своей иерархии, своей полноты относится к предвыборным процессам. Духовенство не может быть членами политических партий. Духовенство, включая церковных иерархов, не может вести агитацию за или против той или иной партии, того или иного кандидата и так далее. И, естественно, Святейший Патриарх не призывал голосовать за того или иного кандидата. Вот обратные утверждения оставим на совести СМИ и некоторых аналитиков. При этом никто не может лишить права ни священнослужителей, ни иерарха, ни патриарха высказывать свою оценку тех или иных событий в жизни страны, деятельности нынешнего председателя правительства, нынешнего председателя Госдумы, лидеров политической оппозиции, встречаться с ними, разговаривать с ними. То, что духовенство не участвует в предвыборной агитации и не входит в политические партии, не означает, что оно должно быть лишено права голоса и замолкнуть в контексте общественной жизни. Конечно, и Святейший Патриарх, и другие священнослужители будут оценивать происходящее в стране, оценивать с нравственных позиций, с позиций нашей тысячелетней духовной традиции, которая включает в себя и определенные представления о том, как должно жить общество и государство. Очень могущественные силы в мире сегодня уже начали делить Россию. Думаю, что приняли определенные решения, приняли вектор своей деятельности, который несовместим, я думаю, с возможностью для нашего народа свободно определять свою историческую судьбу. И я боюсь, что осуществить этот вектор можно только одним способом, разделив нас. Последние, скажем так, много лет не мог себе ответить на вопрос, а, собственно, ради чего продолжает жить Российская Федерация. А вот смысл в чем? Но, очевидно, в том, чтобы все-таки стать серебряными призерами чемпионата Европы по футболу. Потому что величайшая наша победа последние годы – это 4-е место было, да, на кое-то мы заняли на последнем чемпионате Европы. Очень полезно, люди наконец-то узнали, в какой очередности
на флаге полосы, перестали путать. Дальше-то чего? Ну, мы уже чемпионы мира по проведению чемпионатов мира всех возможных. Вот. Хлебом и зрелищами кормим народ, дальше некуда. А дальше-то? А задача какая государства? Власти какая задача? Вот Россия всегда на протяжении всех своих исторических этапов была страной, которая решала какую-то макрозадачу. Это или Третий Рим, или Дарданеллы, или объединение православных, или строительство всемирного коммунистического счастья. Это что-то было такое, или спасение мира от антихриста Наполеона, или спасение мира от антихриста Гитлера. Но это была некая макрозадача, ради которой люди, кстати, готовы были терпеть лишения. И говорить, ладно, мы сейчас потерпим, но мы понимаем, ради чего мы живем, и мы точно знаем, что наши дети будут жить лучше, а внуки еще лучше. Поэтому мы чуть потерпим. Это нормальный родительский инстинкт. Потерпеть ради того, чтобы твои дети были лучше, твоим детям было лучше. На этом зиждилась тысячелетняя история. А мы сейчас вообще ради чего живем? И вот то, что сделала власть последний год, 2011 год, вдохновило в меня небольшую надежду на то, что, может быть, все-таки перед нами наконец-то обрисовывается новая макрозадача. Давайте не будем стесняться ее называть. И это та макрозадача, которую должен будет решать будущий президент России. Эта макрозадача, она вытекает отсюда из нашей резолюции. Восстановление большой страны. Наша страна была создана как рынок для 300 миллионов человек. Наши заводы строились для того, чтобы 300 миллионов человек могли покупать ее продукцию, иначе это просто невыгодно. Под это строилась вся экономическая модель столетиями. Здесь мы добываем руду, здесь ее переплавляем, а здесь делается машиностроение. Тогда это экономически эффективно. Разорвав страну, мы не только порвали ее нравственно, мы ее просто лишили экономического смысла. Поэтому то, что сделало в последний год, решающий, 11-10 год, правительство Путина, Евразес, таможенный союз, единый рынок труда. Наконец-то мы можем приезжать в Белоруссию, не прося разрешения на работу, равно как и в Казахстан. И есть тенденция к объединению. Мы прошли за несколько лет путь, который, кстати, Евросоюз проходил 30 лет. От Союза угля и стали до Единого экономического союза. Вот та задача, которую должна решать власть в будущие 6 лет. Думаю, что из всего того, что мы говорим, вытекает некое, так сказать, направление, рано или поздно, оценить вообще, что произошло 20 лет назад, когда неверным росчерком пера была развалена огромная страна, которая до сих пор не может собраться. И это было сделано командой Ельцина. И вот этот анализ, я думаю, дело не в том, чтобы, так сказать, искать ведьм, а дело в том, чтобы это нужно проанализировать. Для того, чтобы знать, как лечиться, нужно понимать, откуда возникла болезнь. Поэтому я думаю, что мы сейчас как раз собрали круглый стол для того, чтобы поговорить, насколько возможно поговорить о том, какова наша точка зрения на те возможности, которые необходимо определить для себя, чтобы вывести страну из этого состояния, в котором она есть. Но я бы не кошмарил друг друга и народ тем, что все катастрофически плохо. Это неправда, это не так. И уж если говорить о тех, кто выходит к микрофонам, эти люди по гроб жизни должны быть благодарны тому режиму, в котором они живут и который сейчас они поносят. Потому что никогда в жизни, ни при каком другом режиме они не могли бы жить так, как они живут. Если перефразировать Столыпина, великие потрясения нужны тем, кому есть куда уехать, а великая Россия нужна тем, кто хочет здесь жить. А мы хотим здесь жить. И именно поэтому мы собираемся здесь, для того, чтобы здесь, там, неважно, для того, чтобы определить, как нам жить. Но вопрос, как нам жить, никогда не стоял в России первым, потому что первым вопросом в России всегда стоял «зачем жить?». И только отвечая на него, мы могли найти ответ на вопрос «как?».